Всем привет, дорогие друзья! С вами Штейн, вы на канале в комнате у Штейна. Кстати, кому интересно, почему я так назвал свой канал, можете спрашивать в личку, я, может быть, в следующем видео вам отвечу. Но, тем не менее, я хотел вас попросить с самого начала видео, пока мы еще не начали прохождение террарии, подписаться, поставить лайк, добавить свой коммент, ну и включить колокольчики, это поможет для продвижения канала. И, кстати, нас уже около 1000 смотрят человек. Ну, у меня по статистике уже 1150, ну, прислали мне 1000 уникальных зрителей смотрят. Плюсом нас сейчас 21. Давайте добьем до 30, а лучше до полтинника. Так что подписывайтесь, и мы начинаем. В двух словах, кому будет интересно, по тайм-кодам вы можете перемотать. Здесь будет бой со скелетроном, здесь будет бой со слизней. И здесь будет строительство нашего дерева. Итак, мы начинаем. Когда я только прочитал ваши комментарии, вы посоветовали мне сходить полностью направо, полностью налево и какие-то шахты затестить, заруинить, так сказать, забрать весь лут с них. Так вот, я себе ставлю две цели на это прохождение. Первое, я дойти должен был доправо, потом дойти должен был долево до конца. И построить несколько домиков. Плюсом ко всему, если удастся встретить босса. Да, и не только. На самом деле, я еще одну себе цель ставил. Это найти небеса. Сильно мне понравилась мысль, то, что я захотел пойти найти небеса, нежели чем спускаться в ад. Хотя вы мне все говорили наоборот сделать, но я решил сначала, в общем, пойду на небеса. Здесь я нашел нашего, так сказать, рыбака. С ним я пообщался, поговорил и задумался о том, как вы мне говорили, то, что нужно строить в каждом биоме свои домики, чтобы у них были плюс двухместные. Ну, тогда я еще туплю в этот момент. Я еще не все комментарии прочитал, те, которые вы мне написали. Но я про это забыл, если честно. Но я построил домик ему, чтобы у него это все было. А что я для начала сделал? Начал просто рубить деревья. Большая часть видео будет с ускорением, либо пропуск, чтобы вы однотипные моменты не смотрели. Ну, дальше я решил построить коробку с лестницей, ну и с фундаментом. Решил сделать, знаете, подвальчик такой небольшой, где будет условно мастерская, чтобы можно было прикольно походить, побегать, там поставить различные предметы. Но как это обычно бывает, у меня бывает иногда некоторые проблемы с этим возникают. Первое, у меня был полный инвентарь, мне пришлось ставить сундук, ставить мастерскую, чтобы начать уже строительство, и у меня постоянно нехватка было древесины. А еще мне почему-то немножко не по теме, но все равно расскажу. Мне еще очень сложно давалось это видео выпустить. Меня вечно что-то отвлекало, на самом деле. Я то одно делаю, то другое, то там мне нужно быть, то там, то сям, то там, то там. Но, тем не менее, это видео вышло благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы подписываетесь, и мне очень прикольно. Кстати, смотрите, небесные фонарики. Очень красивый вид, не знаю почему, но он мне очень сильно нравится. Я даже здесь специально замедлил кадр, чтобы вы тоже... Прикольно, обалденно, так сказать. Одно из немногих событий, которое мне действительно нравится в террарии. Смотреть одно лишь удовольствие. Смотрите, я поставил коробку, я поставил все для нашего рыбака. Там есть стулья, там есть стол, даже светильник на него добавил. И у меня будет к вам малюсенький вопрос, когда рыбак заселяется, вот что ему не хватает. Почему, объясню чуть позже. На самом деле, вот запомните этот момент, я сделал для него максимально все, что мог. Там я ему поставил стол, стул, как записано, ну, типа, как многие играют, и сделал стены, ну и многое что другое. Но, тем не менее, мне кажется, ему что-то не хватает, поэтому я такой... Окей. Ну ладно, об этом чуть позже. На самом деле, очень сильно прикольно смотреть на вот эти вот фонарики, особенно если свысока у тебя сверху бывает. Ну, как
Я даже не знаю, как это объяснить, если честно. Не хочу вот именно вырезать свои размышления над небесными фонариками, потому что сам по себе я обожаю звезды. Нравится все такое яркое, блестящее, так сказать. Но тем не менее, вот вид очень прикольный, очень красивый. И вот те, кто со мной согласен, пишите в комментариях, вам нравится это событие или не нравится. Мне прикалывает, мне заходит это на самом деле. Ну ладно, давайте дальше. Знаете, еще мысль подумал также не по теме террарии. А, Мысль заключается в следующем. Что создать стрим, чтобы вы включить также, посмотреть, общаться вживую, а не с удаленной там условно перепиской. Единственное, надо понять, во что сыграть. Почему? Потому что террария, она достаточно медленная будет в прохождении, если заново все начинать. Вопросы-ответы не подразумевают какой-то, знаете, кооператив, когда ты тут одним глазом будешь стрим, вопросы-ответы читать, а с другой стороны ты будешь смотреть на что-то другое. Но, тем не менее, я тут задумался, просто можем пообщаться, кому будет интересно этот момент. На самом деле, я думал чуть позже этим вообще заниматься. Почему? Потому что от 100 подписчиков примерно эта тема может залетать. Но, тем не менее, я здесь задумался о том, чтобы, мало ли у вас есть. Кстати, вы мне посоветовали убрать кладбище, и я по вашим советам пошел убирать его. Так что я читаю, слушаю вас. И еще одно, еще также малюсенькое объявление. Это те, кто говорил про Telegram Discord. Я его обязательно создам на этой неделе. У меня немножко планы поменялись. Буквально чуть-чуть нужно ждать. Еще этот момент оставил специально. Смотрите, у меня 3 камушка, и такое чувство, как будто у меня камни бесконечности. Знаете, откуда? Из какого фильма, так сказать? Или уже можно его называть сериалом, потому что они клепают и клепают их. Если честно, я смотрел только, наверное, первый, второй, третий фильм, и все. И первый, наверное, «Железный человек» смотрел. И первые 2 фильма «Человека-паука». Все остальное у меня я не смотрел. Если вы смотрели, круто, наверное, вам. Я просто, знаете, это вот чувство, как будто бы «Трансформеры» смотришь, и на самом деле вот первый, второй прикольный, третий, да, а дальше они как будто бы начали скатываться. Не знаю, может, не все со мной согласятся, но это как бы так. Так вот, все свои высказывания, я так сказать, высказал. Все, я теперь готов полностью посвятиться игре. Такой на 8-й минуте. И, я на самом деле сейчас буду разговаривать про игру, просто решил немножко это сделать. Кстати, сердечко. Террарии. Я когда играл, не видел, а на монтаже вот посмотрел такой, прикольно. Очень круто это прям заходит. Я не знаю, может быть, генерация случайных облаков происходит, но мне кажется, они специально это сделали. Так вот, помните сейчас скажу, про облака. Я хотел их найти. Я, ничего лучше не придумал, как блоками. Я еще до этого ваш комментарий не успел прочитать. Я начал просто тупо вверх. Я думал, что они могут находиться надо мной. Ад же полностью находится надо мной. Подо мной. То есть в каком бы месте я бы ни копал, я все равно выйду на ад. То же самое я и подумал. А вдруг это то же самое, что и... И смотрите, кровавая луна, я ее вообще не видел. Я такой иду себе, строю, застраиваю и так далее. Короче, логика у меня была такая. Это же острова, рай, так сказать, небесные острова, как у Луфи. И я думал, что я их достаточно быстро найду. Я не ожидал, что они там сразу под спауном будет находиться, но условно сколько я проделал километров дороги, я думал, этого будет вполне достаточно. И еще один вопрос.
Вот смотрите, зомби, ну, летающие твари, понятно, как они добираются до сюда. А как зомби долетают до сюда? Ну и я чувака спас. Видите, валяется по трубе. Бармен, так сказать. Нашел бармена, который добавляет различные моменты в плане играбельности. Я, по-моему, в каком-то шорте видел, у него есть какой-то специальный задачи в плане того, что купить, но чушь сморозил. Короче, через портал его там знакомые друзья вылезают, и нам надо с ними сражаться. Я посмотрел, что я ничего у него не могу купить. И в том, то, что а нужно мне это или нет. Ну, в общем, я пошел дальше строить дверь. Кстати, я до сих пор еще не понимал, что кровавая луна, вот только сейчас я начал соображать и начал с ним просто воевать. Так они меня просто окружали, постоянно били и так далее. Я с ними старался как мог отвоевать. Не знаю, наверное, на среднем уровне кровавая луна кажется не сильно такой опасный, потому что ты достаточно легко с ней управляешься, но тем не менее, я думаю, на эксперте, на сложностях какие-нибудь повыше, там она прям реально становится для тебя проблемой. Сейчас я это воспринимаю как фармилка, фарм денег каких-нибудь предметов. В общем, я постоянно строил и случайно сорвался. Здесь я решил в первый раз воспользоваться телепортом, чтобы не умирать. И, на удивление, вся инерция, скорость и так далее, она сохранилась. То есть я просто телепортировался и стал на место. И это как круто, прикольно. Дальше я пошел днем, подумал, надо днем искать город. Немножко прокопал, немножко сделал веревку, чтобы подниматься туда. Веревка у меня закончилась, пошел дальше крафтить ее. Так как она постоянно уходила вниз, я немножко устал из-за этого. Она просто постоянно уходит вниз. Я такой, что же делать с этим моментом? Ну, в общем, ничего лучшего я не нашел. Как знаете, что делать? Я начал делать... Первое, я подпрыгивал, чтобы веревку добить. А дальше я начал делать платформы. А здесь сердце стукает. Я думал, что делать. Вот в этом моменте я потупил. Короче, в плане того, что я начал строить платформу, вот, для того, чтобы дальше продолжить наверх. Я хотел дойти до самого верха. С одной стороны, с другой стороны, думаю, надо продолжить платформу. Если посещали. Почему? Потому что, я туда достаточно много времени потратил в полк. Чуть ли не до космоса дошел уже с этой одна этой с камнем. Я даже не знаю, как это назвать. Однолинейным камнем. Короче, ладно, не буду вас долго грузить, как я начал лестницы это делать. Я просто ускорю весь этот момент, чтобы вам было поинтереснее смотреть на все мои мучения. Кстати, ускорение это X10. Я старался сейчас делать примерно X10, X5 где-то в разных ситуациях, чтобы вам было наглядно, вы понимали, что я делал на картинке, а не это. И не упускали по большей части ничего важного. Так вот, я дальше продолжил строительство платформы. Единственное, я уже сбоку начал это делать. И знаете что? На меня почему-то слизни опять начали нападать. На платформе, на которых их не должно быть. Они, то есть, спаунятся с воздуха. Сивое небо, да? Звездочки и так далее. Если б не гарпий, вот честно, если б не они, было бы идеально. А так они прям, капец как мешают. Я даже не знал, что с ними делать. Я не знаю, может быть, есть какой-то другой классный способ, как от гарпий избавиться или что с ними сделать. Я сначала подумал, может быть, их просто нужно как можно больше завалить. То есть реально их прям воевал с ними, чтобы вы понимали. Они мне довели до 3 хп. Я думал, что мне нужно с ними сделать, чтобы я их
победил. Я уже по-разному делал. И мечом, и там, и посохом, ну и так далее. То есть еще мобы ко мне приставали. Короче, я додумался построить коробку, чтобы меня не трогали. И дальше в этой коробке начал сидеть. Шучу. Я дальше пошел просто... Короче, я начал строить себе еще одну маленькую коробку и начал думать, что можно сделать. В коробке они явно меня не могут тронуть. Значит, мне нужно сидеть в коробке. Их очень много, их прям порядка 4-5 штук, этих гарпий. И что делать, понятия нет. Кстати, обратите внимание, сколько я времени тратил. Все вот эти вот выходы, все эти моменты. Короче, я придумал, а что если я буду сразу и крышу делать, и подножку, так сказать. Я не знаю, как она называется. Дорожку, дорожку. Короче, у меня был план следующий. Я делаю крышу, я делаю дорожку, и меня никто не атакует. И я спокойно так смогу сделать. План был хорош, как швейцарские часы. Но, знаете что? Я задолбался это делать. Ну, я просто устал это делать. Вот, честное слово, устал. Просто, ну, вот вы посмотрите, какая анархия происходит. Они постоянно, как комары, налетают и постоянно атакуют. Ну, вот просто жесть, как это неудобно. Кстати, вот там, где были гарпии, где иконочки, там все эти моменты, я с этого момента начал плюс-минус какие-то добавлять вставки и так далее. Если вам прикольно и хотели бы побольше таких вставок, пишите мне в комментариях, я постараюсь это добавлять периодически, чтобы делать их. Вот, иначе эти гарпии просто-напросто тьма. Ну, видите, сколько их, они прям летают и мучают меня. Я показываю карту мира, сколько я проложил, я не знаю, километр, наверное, дороги. Столько наше правительство не делает дорог. И решил наверх забраться. Но что-то пошло не так. Меня в гарпе просто столкнуло. И второй раз. И в третий раз, вон, видите? Я решил сделать себе вот. Ну, я думал, может быть, небеса выше. И поэтому подумал, давайте я так и сделаю. Потом подумал, ну, навряд ли, потому что там уже почти край карты, облаков не видно, поэтому я такой, окей, я пойду дальше. Вот, как такими методами я и руководствовался, пока мне не оставили, условно, 2 хп, даже одно, вот смотрите. Одно хп у меня, я решил внутрь забежать и быстренько начать их с помощью я забыл чего. Я понимаю, может быть, некоторым из вас будут не так сильно смотреть. Ну вот здесь, кстати, я сгорел. Ну вот реально я сгорел. Когда я хотел просто еще раз 3-я или 4-я попытка наверх пойти, для меня это эмоции были. Я просто начал идти дальше прямо. И все. И все. У меня больше не было ничего. Ну, вон, смотрите, я уже до снежного биома дошел. Типа сверху. Это было ужасно долго. Ужасно. Я, наверное, часа 2 потратил только на то, чтобы просто строить эту дорогу вверх-вниз, вверх-вниз. Периодически, конечно, гарпий прибивал, но тем не менее. Это было сильно-сильно далеко. Я просто спрыгнул. Я устал от этого мира. Ну ладно, я шучу. У меня был шанс 1 из 3, что я... Да, вот здесь прям буквально сердце у меня прям билось так. Я хотел теорию проверить, если перед самым приземлением я 2-й раз прыгну, смогу ли я это сделать, или не смогу. Как оказывается, смог. Короче, я пошел дальше. Вот, и здесь я наконец-то кактусы нашел. Я их просто всю целую поляну забрал. Ну, все, которые были, я их все забрал, потому что у меня, помните, комната осталась. Кактусовая комната без всего. Здесь я специально тоже немножко тормозил по одной причине. Я хотел перепрыгнуть, но
что-то пошло не так, и я не перепрыгну. В плане того, чтобы... Ну вот, видите, я прям максимально хотел, и у меня чуть больше половины хп забралось. Ну, я выпил хилку и думаю, ну ладно, окей, зашел так зашел. Нужно будет сейчас что-нибудь посмотреть, забрать, так сказать. Здесь есть был кролик, а там был еще кувшины. С кувшинов что-то всегда интересное выпадает. Поэтому я их стараюсь всегда забирать, забывать. Нет, я их стараюсь всегда себе забирать. Вот, и я решил просто прокопать туннель. Почему я обостряю на это внимание? Этим туннелем я пользовался раз за 4 или 5. Ну, чтобы вы просто понимали, откуда это взялось. Мне кажется, вот из-за игрока в террарии, ну вот он, мир буквально преображается во что-то неизвестное. Если бы игрока не было, мне кажется, террария продолжала бы жить своим ходом. Что вы думаете об этом? Или я не прав? Хотя я видел некоторые там и английские разборы по лору террарии, и все говорят, ну типа, многие говорят, что мир бы все равно бы помер. Здесь я, кстати, когда розовое дерево рубил, я думал, здесь будет Сакура, и я могу Сакуру забрать. Сильно хотел это сделать, но нет. Как вы понимаете, я нашел скелетрона и просто пробежал. Я такой, ну нет. А потом такой, стоять, стопэ, нам надо контент, возвращайся назад. И я пошел, да, действительно назад и с боссом воевать. Это и вам было бы интересно посмотреть, как новичок с боссом воюет. Ну и мне, как практика, опыт, так сказать, с боссом то же самое повоевать. И я начал файт босс. Единственное, что мне не понравилось, он говорил, что ты слишком слабый. Я такой, чего? Какого лешего? Я не слабый. Давай трансформируйся, я тебе сейчас покажу, какой я сильный. И что вы думаете? Да, он трансформировался. Я нажал зелье телепортации, и он исчез. Я пришел домой специально для арены, чтобы он за мной погнался. Я его ждал минут 5. А потом посмотрел, нет хп. Нет хп полосок. И понял, он не за мной не полетел. Я, короче, обиделся. Посмотрел, где я был. Посмотрел на гору. Я понял, что надо вот сюда идти. Чтобы вверх сделать этот, как сказать, столб. И найти небеса. Немножко в зимнем биоме побывал. И дальше побежал. Знаете, что такое СДВГ? Я, по-моему, в каждом видео это говорю. Вот, я дошел наконец-таки до момента, где нужно ставить башню и идти вверх. Все, можно начинать. Ну, ладно, фонарик поставил, окей, перепрыгнул, спрыгиваю, думаю, надо еще что-то сделать, ну, еще один фонарик поставить. И все, я забыл про это, и я просто пошел дальше. Это просто-напросто какой-то сюр, мне кажется. Вот. Хотя я бежал к нему ночью, но время утро, я подумал, что его уже вызвать нельзя. Ну, и я знал про особенности, это и по вашим комментариям, ну и так далее. Решил сделать мини-аренку для того, чтобы с ним посражаться. Поставил... я забыл, как он называется. Короче, начал рубить деревья, чтобы мне хватило на бруски для платформы. И мне постоянно их не хватало. Я туда-сюда бегал, туда-сюда, туда-сюда. Ну и, в общем, дальше мне нужны были факелы. Я их расставил сначала в рандомном порядке, потом понял, что нужно сделать еще немножко. Вспомнил что у меня есть крюк-кошка, и начал цепляться за нее. Правда, попытки у меня такие были неудачные, но тем не менее я справился. Я смог это сделать. Есть. И вот этот вот момент, где вы сейчас видите вот череп, скорее всего здесь из стекла, я не знаю, стекло это кварц, что это, алмазное напыление, ну и так далее. Вот, и здесь я для себя решил, что мы сделаем
его звать, превью для видео. Мне один из... Надеюсь, ты меня досмотрел до этого момента. Мне один из подписчиков говорит, что тебе нужно это самому делать. Я такой, окей, понял, принял. И вот выбрал вот этот кадр для того, чтобы его в превью вставить. Надеюсь, ты счастлив, подписчик мой. Здесь я метеорит нашел, но забыл. И расстроенный ушел отсюда. Кто из вас уже протертый, так сказать, он понимает, что бомбами он не взорвется, ну и так далее. Дошел я до края карты, пошел обратно для со скелетроном с боссом. Вот. Как думаете, кто кого сделал? Не буду вас палить интригу. Я был на волосок от смерти много-много раз. И в конце концов он меня победил. Я спалил интригу. Нет, какой ужас. Но я заставлю вас это смотреть. Почему? Потому что это весело. Мне кажется, как первый бой идет против незнакомых команд. Команд, да, говорю, атак, техник. Я, кстати, сам додумался по рукам бить их. Хотя много видео, я знаю, присутствует как разборы, как воевать со скелетроном, ну и так далее. И говорят все, что сначала от рук избавляешься, потом от головы. Ну, я посмотрел, урон проходит мало по голове и очень много по рукам. Я такой, прикольно. А вы не забывайте, что я по нижней полоске всегда ориентируюсь. И я здесь начал его просто в руки стараться целиться и так далее. Да, и еще один момент. Все, кто про классы там мне что-то говорит, я вас слушаю, я прислушиваюсь, но иногда мне нравится сражаться именно винтовкой, иногда мне нравится посохом сражаться, а иногда мне нравится и мечом поорудовать. Ну, ничего не могу с собой сделать. Да, Виктори, есть! Ой, это первый раз, когда я его победил. Да, все те, кто думали, что я проиграю, нет, я с первого раза его забрал. Ну, это было почти неудивительно, потому что я достаточно много брони, так сказать. Как я по-нерусски говорю? У меня было достаточно много брони. Но, тем не менее, я очень сильно рад этому событию. Поздравьте. Здесь у меня ждал второй босс, который меня чуть не свалил туда, но я его благодаря вовремя заметил. 2 раза, видите, меня все-таки ударил. Я решил вот как собрата посохом ее одолеть. Все. Увидел здесь кучу лута. Подумал, нужно это забрать его, но был полон. И принял единственное верное решение отступать. Все. Дальше поставил статую, чтобы дом казался более красивым. Я научился пользоваться прыжками, я здесь забыл бомбы, возвращаюсь за ними и иду обратно. То есть я проделал часть пути и ушел обратно. Вот такой вот я веселый тип. Вот. И теперь вы увидите, как это было интересно кидать бомбочки, чтобы добыть метеоритовую руду. Видите, сколько я их туда закидывал. Я просто думал, что вот сейчас я его заберу. Будет очень много всяких бомбочек и так далее. Но не случилось. Чудо не произошло. И я такой, это так. Вот она улетает. Я подумал, здесь ничего еще никакого взрыва нет. А теперь обращаю внимание, где урон? Урона нет. 0 ему. Я такой, окей, принимаю решение, нужно прокопать, посмотреть, кирка моя заберет или не заберет весь момент. И что-то я кинул какое-то решение и случайно бомбу нажал, и она откинулась. И меня задели. И задел этот огонек, и я решил опять же действовать как настоящий викинг. Помирать так с музыкой. Я, решил добывать метеорит. 3 хп, и постоянно летели всякие огоньки, мешали. Ну и в конце концов, я как викинг и погиб. Валихалла ждала меня. Но, к сожалению, я возвратился в террарии, или к счастью, в самом начале, в центре.
Что-то мне от этих всех путешествий так надоело, и я пошел строить нашу кактусовую ферму. Здесь снизу, почему я запрыгнул туда, у меня улетела дверь, у меня улетел стул, стулья, ну и так далее. И здесь я точно так же начал достраивать весь этот мебельный марафон, так сказать. И у меня кактусовая ферма наконец-таки стала готова. Чему я был несказанно рад. И смотрите, 3, 2, 1, и снова начинается. Что? Фонари. Правильно, молодцы. Не знаю почему, но вот в перемотке это выглядит еще больше красиво. Я когда играл, я прям удивлялся. Мне так нравилось это событие. Не знаю, я считаю террария одно из моих любимых событий, которые я просто кайфую. И сейчас я и смотрел, и когда играл, я действительно кайфовал от этого всего события, которое происходило. Вот, согласитесь, очень круто, красиво. Не знаю, я вот такие вот простые вещи, ну вот всегда радуют. Мне прям круто. Не знаю, как вам, но я прям кайфую от этих событий. Еще один момент. Как, кстати, звук изменился. Вот помните рыбака? Вот. Мат не хотел говорить. У меня прям в голове. Почему он здесь? Я ему дом построил специально. Зачем он пришел? Для чего? Почему он тут? Ну, короче, у меня было бурое целое море эмоций было. Я не понял, почему рыбак ко мне пришел. Плюнул и начал, знаете, заниматься этим строительством дерева. Ну, нашего мирового древа. Я почему-то решил, что будет прикольно, если внутри он будет белым. Я здесь пробовал различные цвета и такой, прикольно, белый цвет, круто, мне нравится, найс. И решил его застраивать именно в белом цвете. Типа облачками. Видели, кролик пролетел мимо. Слово случайность, уже, думаю, нет. Думаю, это специально было сделано. Окей. В плане еще хотел спросить, как вам мой уровень звука, громкости. Я не знаю, вы слышите или не слышите его, но я сейчас говорю, у меня фон примерно в 5 сантиметрах от меня. И слышно хорошо. Сторонних звуков нету, потому что я его держу. Я его поставил на стол, но еще его держу руками. Для того, чтобы головой не ворочать именно, а именно непосредственно заниматься записью. И сосредоточенно я прям то, что текст какой подготовил, такой говорю. Решил еще построить стеклянный домик. И я, когда первый раз увидел стеклянный блок, я такой, прикольно, хочу его сделать. И начал делать стеклянный блок. Не знаю. Кто бы хотел, вызвался бы жить в стеклянном доме? Вот знаете же, у нас есть такие стеклянные дома. Кто бы да, я не против жить в стеклянном доме. Я вспомнил мем. Если сейчас найду, вставлю, обязательно покажу. Если нет, то нет. Но, пишите в комментариях, кто бы согласился. Все, я просмеялся. Кто бы согласился именно в стеклянном доме пожить? Really. Мне интересно. Нашел. Короче, одна из серий Гриффинов, не знаю, смотрели, не смотрели, тот, кто живет в стеклянном доме. Диванчики, все как и есть, там картины, я не знаю, как, кстати, они, может, на скотч, на двухсторонний, книжки и так далее. И чувак прикольный с камнями возле стеклянного дома. Своя атмосфера, свой этот момент. Я не стану убирать, если скажете, что в следующий раз убирать такие вставки, я такой, окей, больше не буду, так сказать, этого делать. Тем не менее, есть достаточно прикольные вещи, которые читанные, так сказать, в этом моменте. Когда у тебя есть стеклянный дом,
и он от любого там условно чиха может разрушиться, то я задумался вот здесь, когда строил его, а он же тоже может от любого чиха разрушиться, ну вот прям буквально сломаться. И я даже не представляю, как это нужно делать, зачем это нужно делать, ну, как-то так. Вот. Что я хотел этим донести? Да, особо сильно ничего. Я хотел показать вам свои эмоции, которые были у меня. Вон, видите, пулемет на крыше. Я думаю, может тоже поставить, но вроде бы в террарии нет пулемета на крыше. И случайно он сам бросил камень и сломал его. Надеюсь, с моим стеклянным домом здесь не произойдет такого же. Вот. И еще, знаете, я иногда размышляю здесь, думаю, когда я вам показываю видео, при монтаже я такой, прикольно. Ну, типа, людям было бы интересно смотреть, как я все это делаю. И у меня первое заселился он в стеклянный домик, если помните, что. И у меня закупил здесь ванну и, отгадайте, туалет. Туалет в стеклянном доме. Ну, ладно. И знаете что? Он сразу его сел. Вот. Ну вот у меня лицо такое, типа, чё, чувак? Ну, типа, я еще здесь. Я только установил. Но благодаря ему я научился сидеть. Ну и, как вы сами видите, пошел снегопад из слизней. И, если честно, я его вообще не сразу заметил, не сразу понял. Я увидел по дряде, что она листики начала выпускать. И такой, понятно. Ну и начал собирать их. Я прям сосредоточился на том, чтобы их мне собрать. И не буду показывать вам весь этот момент, но я увидел босса, решил его под мечом побить, но понял то, что это не так. И начал его просто расстреливать. А потом, раз много слизней было, я его просто взял и забрал. И это моя победа! Есть! Вот, те моменты я примерно такие чувства испытал. И вот что это за слизь? Вот кто может мне подсказать? Я его просто глажу. Все. Я минут, не знаю, 20 потратил на него. Я думал, это какой-то питомец, с которым я могу как-то познакомиться, поздороваться. Я его просто тупо глажу. Я не знаю, что нужно сделать с этим питомцем, не знаю, слизью. Но она вот просто есть и есть. Ну, еще один момент. Снова небесный фонарик. За серию их, по-моему, 3-й или 4-й раз. Я снова кайфовал, но меньше уже. Особенно вот здесь вот, когда все темно, ты начинаешь расставлять всякие факела для того, чтобы дальше идти. Здесь я решил продолжить свое, так сказать, страдание, мучение, найти именно этот. Скажите, я скажу. Небесные острова, да. Я подумал, что я в ад буду в следующей серии спускаться. И знаете что? Меня сбросили. Я решил сейчас не паниковать, а просто воспользоваться зонтиком. Вот. И перед самым прыжком я его просто еще раз открыл. Ну и я подумал, ну ладно, раз такое дело, надо пойти дальше искать. И здесь я начал строить. Я думал, они дальше меня не будут трогать, но они меня скинули. Что мне сильно не понравилось. Ну вот реально. Когда, знаете, ты что-то упорно, с таким трудом начинаешь делать. У тебя еще там пчелки тебе помогают. Я на этом факте и сделал. Короче, я забил. Почему? Потому что, они реально мне мешали. И построил выше горку. Ну и когда я увидел гарпи, я такой, все, понял. Снова моя любимая коробка. Я ее разобрал, начал чуть дальше заходить наверх. И они постоянно мешали. Там уже ночь была, звезды. Ну, я такой подумал, окей, ладно, я пойду просто. И знаете что? Я ее нашел. Вон она, видите? Просто не верится. Я хотел лестницу сделать, но меня постоянно атаковали. Я настолько устал от этого всего, что я просто, у меня 3 хп. Я просто спрыгнул от счастья, от радости, что я наконец-таки на облачке. Вон, видите, кусочек маленькой карты. И я
на шару прыгнул на самом деле. Но я дико рад, что и я на острове. Вот, я очень сильно рад в этот момент. И тут на меня снизошло озарение, что мне нужно добыть этот остров. А, ну, почему-то гарпии также здесь присутствуют. Кстати, я еще думал, знаете, насчет чего? Что гарпии прилетают тоже с какого-то острова, и это тоже ориентир. Ну, то есть они постоянно сверху, справа, так сказать, от монитора приходят ко мне. Я подумал то, что это, ну да, какой-то знак, типа надо вверх и вправо идти. Я начал заново подниматься наверх. Не знаю, может это единственный остров, и с другой стороны, в другой карте еще такой же и присутствует. Но судя вот по оболочке карты, которая у меня вот сверху висит. Ну я здесь об каменный мир. Меня сбили, я не смог как-то прыгнуть и все. Здесь я начал дальше продолжать свои мучения в плане того, чтобы закончить. Типа у меня фон дерева будет белый, внутри он весь белый. Не знаю, такое вот мировое древо. Но у меня закончилось. У меня закончились облака, и мне пришлось их заново добывать. Поэтому я такой заново пошел к ним. Что я сделал? Короче, я же просто прыгал туда-сюда, туда-сюда. Мне нужно именно было как-то забраться на него. И я придумал следующий момент. Сейчас я вам покажу. Я здесь прям реально задумался, что дальше делать. Я, короче, просто подпрыгнул и ставил под собой платформу. Ну и таким образом я забрался заново наверх. Умер я от чего? От того, что меня убила гарпия снова. Я не расстроился, и я наконец-таки закончил бывать, так сказать, белый снег. Ладно, это облако. И еще понял то, что здесь немножко темно. Плюсом встретил торговца, купил у него картину. Квартиру хотел сказать. Купил у него картину и начал это делать. Так сказать. Ладно. На самом деле, я закончил строительстве. Подумал, это будет самое оптимальное. Нота для вас интересно. И хотел вас поблагодарить большое. Спасибо, то, что досмотрели это до конца видео. Мне, если честно, очень приятно. Если у вас есть какие-то желания, там, еще чего-нибудь, можете смело писать в комментариях. Я, как прочитаю, на все отвечу. Я стараюсь всегда отвечать. Единственное, у меня бывает иногда запара по времени. То есть вы мне можете там часов 8 назад ответить, а я такой... я, естественно, через 8 часов только и посмотрю. Но иногда бывает сразу там либо в час, либо день в день. Нет. Это там в пару часов разница бывает. Вот самые далекие комментарии — это 8-часовые. Ну ладно, я не к тому. Я еще раз благодарен. Да, я это оставил, потому что это мои эмоции. Я хотел сказать, я благодарю вас еще, что вы поддерживаете канал, подписываетесь, ставите лайк. Я действительно стараюсь улучшаться. Я даже над голосом тренируюсь. То есть я вдох в легких задержал, через живот, там, через горло начинаю говорить, чтобы у меня голос немножко был ниже. Так вот, спасибо вам большое. Давайте дальше развиваться все вместе. Ну так, что? Bye, guys. Не знаю, мне прям нравится hello, guys, bye, guys. Типа мы как команда, как ребята, знаете, когда маленькими были, у нас разные плюхи были. Ну вот одна из них. Хотя мы так себя не называли, но тем не менее одна из приколюх, там hi guys, bye guys, зашло с американских, с европейских, американских, да, видеонастроений. Вот как-то так. Ладно, народ, спасибо вам еще раз. Bye, guys.